Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах, прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Очередная сводка новостей о событиях, которые происходили в прошедшие дни. Количество стихийных бедствий, связанных с погодой, по данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет увеличилось в 5 раз. Повышение глобальной температуры в последние десятилетия привело к значительному увеличению количества стихийных бедствий, связанных с погодой и экстремальными водными явлениями. С 1970 по 2019 годы произошло более 11 тысяч таких бедствий. В результате катаклизмов погибли более 2 миллионов человек, а экономический ущерб составил 3,64 триллиона долларов. Более 90% смертей, связанных с погодными катаклизмами, зарегистрированы в развивающихся странах. Самыми смертоносными оказались засухи, унесшие жизни 650 тысяч человек. Число экстремальных погодных, климатических и водных явлений увеличивается и станет более частым и серьезным явлением во многих частях мира в результате изменения климата. Однако количество погибших от штормов, наводнений и засух резко снизилось. Избежать большего числа погибших удается благодаря улучшениям в системе предупреждения о природных бедствиях. В Колумбии, в городе Санта-Марта и прилегающих районах произошло крупное наводнение. За несколько часов выпало более 75 мм дождя. По данным городских властей, от суровой погоды пострадали 5223 семьи, в том числе 3487 семей во внутренних городских районах Санта-Марта. Несколько водоемов вокруг города вышли из берегов, в том числе реки Мансанарес и Гайра в городе и река Гуачака в районе Гуачака. Местное агентство Департамента по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что 20 домов были полностью разрушены, а еще 223 разрушены частично. Мальчик-подросток пропал без вести после того, как его унесло разлившейся водой реки Мансанарес в районе Бонда недалеко от города. Правительство штата Морелос сообщило о наводнениях в Тлаякапане, Аяла, Куаутла, Яутепек, Хонакатепек, Янтетелка, Екапикстла и Тепалсинга. 4 человека погибли и 1 числится пропавшим без вести. Было повреждено более 300 домов, некоторые из них серьезно, в результате чего пострадали около 1600 жителей. Власти открыли приюты для пострадавших в пострадавших районах. Красный Крест, гражданская защита и военные команды помогают в проведении операций по спасению и ликвидации последствий. Губернатор Морелоса посетил пострадавшие районы. Он выразил соболезнования и раздал помощь некоторым пострадавшим от наводнения. Он также предупредил, что реки и ручьи остаются высокими, и попросил жителей, живущих в уязвимых зонах, определить пути эвакуации. Сильный дождь и ливневые наводнения 1 сентября 2021 года вызвали хаос в районе Верхний Кохистан в Пакистане. Оползни блокировали шоссе в различных точках, а паводковые воды смыли многие дороги, мосты и школьные здания. Сотрудник районного отдела образования сообщил репортерам, что объявил 3-дневный выходной в школах для удаления завалов и паводковых вод. По словам жителей, оползень обрушился на пассажирский автобус, следовавший в Мансехру из района Хуши. Но 4 человека, ехавшие в нем, остались невредимыми и успели выскочить из него. Президент провинции Малгари сообщил журналистам, что здания школы и колледжа были частично повреждены стихийным бедствием, в результате которого было разрушено общежитие. Китай и США не смогли достичь соглашения по изменению климата, а Пекин отверг призывы сделать больше публичных обещаний по изменению климата перед саммитом Организации Объединенных Наций по климату в Глазго в ноябре. В отчете гонконгская газета сообщила, что переговоры также были вовлечены в дебаты о правах человека после того, как Вашингтон недавно нанес удар по солнечной энергетике Пекина из-за обвинений в принудительном труде мусульманских уйгуров из числа меньшинств в Синьцзяне. У Китая уже есть свои планы и дорожная карта для достижения своих климатических целей, заявили китайские лидеры посланнику США по климату.
Провал переговоров произошел в критический момент, когда две крупнейшие экономики мира боролись со смертельными последствиями изменений климата, включая недавние смертоносные наводнения в Нью-Йорке и проливной дождь, обрушившийся на несколько китайских городов в июле и в августе и унесших жизни сотен человек. Китай и США также являются двумя главными загрязнителями в мире, производя в 2019 году 10 миллионов и 5,4 миллиона тонн СО2. В пятницу Greenpeace East Asia опубликовала свой годовой отчет за 2020 год, в котором предупреждает, что из-за изменения климата в Арктике может возникнуть лето, свободное от морского льда уже в 2035 году. Это гораздо раньше, чем в 2050 году, как прогнозировалось ранее. Загрязнение воздуха стало пятым фактором уменьшения продолжительности жизни наряду с курением табака, употреблением алкоголя, малоподвижным образом жизни и неадекватной диетой. Загрязнение воздуха является причиной 16% смертей от хронических инфекционных заболеваний. В большей степени это наблюдается в городах-двигателях экономики, в связи с чем важным элементом с точки зрения здоровья становятся инвестиции в зеленые и голубые зоны городов. Было отмечено, что только наличие зеленых зон без организации активного образа жизни не имеет достаточного влияния на оздоровление населения. В сентябре 2021 года ожидаются две сильные магнитные бури. 6 сентября ожидается сильная магнитная буря, поэтому людям с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также метеозависимым людям нужно быть крайне осторожными. 26 сентября 2021 года ожидается очень мощная магнитная буря – 4-5 баллов. Ее могут почувствовать абсолютно все люди, но особенно метеозависимые. В этот день повышается риск возникновения инфарктов и инсультов. Также в течение месяца ожидается несколько всплесков геомагнитных колебаний. Магнитные бури ожидаются 6 и 26 сентября, а небольшие геомагнитные всплески возможны 10, 13, 16 и 22 сентября 2021 года. Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек. От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди. Как избежать или уменьшить воздействие Солнца во время магнитных бурь? Проводите меньше времени на Солнце. Делайте утреннюю тренировку. Несколько простых упражнений улучшат кровообращение, избавят от стресса и погодной зависимости. Также выполняйте дыхательные упражнения, например, во время ходьбы. Принимайте контрастный душ, меняя холодную воду и горячую воду каждые 10-15 секунд. Вот и все на сегодня. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Будьте бдительны, не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь. Выпуск озвучил Александр Тымачко специально для канала Climate Change.